Вот в этих двух стихах с 9 по 10, что мы в них видим, как это взаимосвязано с остальной книгой? Did anybody notice this is the outline of 1 Thessalonians? Заметили вы, что в этих двух стихах план всего послания к Фессалоникийцам? Ну, почему-то никто не сказал. This is the outline of the book. Это план всей книги. So we start with, I guess, let me get, is this like the first half? Это как первая половина, да? Pretty close anyway. Очень близко, да, первая половина, о том, каким был приход Павла к Фессалоникийцам. So this is related to chapter 2 То есть это говорит, связано со второй главой and 3. и третьей. So we start right here, Мы начинаем прямо здесь, talking about the reception. говоря о том приеме, который фессалоникийцы оказали. And so if you have a Bible here with the Если у вас есть Библия с перекрестными ссылками, it references you to this verse. скорее всего, 9 стих вам даст перекрестную ссылку на стих 2:1. Now the second section here, Второй раздел здесь. and turning from Вторая часть. idols, Вот это вот обращение от идолов. that's outline point 2. Это второй пункт плана. So that's chapter 4. Это 4 уже глава. And in chapter 4, you'll notice he has several things about how you are to walk. И в 4 главе, вы, может быть, заметили, есть несколько моментов, связанных с тем, как жить. The purpose of sanctification in verse 7. Цель освящения в 7 стихе указана. And the resurrection related to Jesus И воскресение, которое связано с Иисусом in verse 14. в стихе 14. And then here И is outline point 3. в конце это третий пункт плана. And that's 1 Thessalonians 5. И это 1 Фессалоникийцам 5 глава. Ожидание с небес Сына Его. And I think yesterday when we were looking at these, there was a reference. И, по-моему, вчера, когда мы тут рассматривали, даже ссылка была где-то. Wrath to come. Да, в Шапе. 1 Thessalonians 5:9 Да, talks 1 about Фессалоникийцам wrath. 5:9, да, как раз таки говорится о гневе. And so, what I want you to pay attention to is in your first chapter, И что я хочу, чтобы вы обратили внимание, в первой вашей главе, there's a lot of information about the rest of the epistle. в первой главе, of any epistle, Just any of them, yeah. в любом практически послании, в первой главе есть очень много информации обо всем, что будет дальше. The writer is going to be there, which is usually Paul or Peter. Там будет указан, во-первых, автор, это обычно Павел или Петр. Who he's writing to. Будет указано, кому он пишет. And that tells you a lot about the audience. Это много уже будет говорить вам об аудитории послания. Now notice this is Thessalonians. И обратите внимание, это послание к фессалоникийцам. Now where are you going to find biblical information about Thessalonians? Где вы будете искать библейскую информацию о фессалоникийцах? Деяния. And Book of Acts. There you go. That's right. And that will be for all of Paul's epistles. И то же самое относится ко всем посланиям Павла. В Деяниях находится исторический контекст. Paul's going to have a prayer. Потом Павел обычно молится. Most likely in that prayer is his purpose for writing. И обычно в этой молитве уже заключается цель, с которой он пишет. And so there'll probably be a statement that gives you the purpose of the book. Скорее всего, в этой молитве будет какое-то утверждение, которое покажет вам цель книги. And then as he begins addressing them, you'll probably have it outlined. И дальше, когда Павел уже, вот первое его обращение после молитвы, скорее всего, там будет содержаться примерный план послания. And so these are the things you want to look for from a structural standpoint. И вот это то, на что вам нужно обращать пристальное внимание, вот с точки зрения структуры. Let's see. Структуры каждой книги. Let's look at the book of James. Давайте посмотрим послание Иакова. James chapter 1 Иакова, 1 глава, and verse 19. стих 19. And here again we have an outline for the book.
19, like, my dear brothers, take note of this. И далее здесь мы видим план книги. So, yes. So he says three things there in verse 19. В 19 стихе Иаков говорит три вещи. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Very good. Да. So, Скоро на слышание, медленно на слова, медленно гнев. now we, Да будет всякий человек. let's see. Okay, so now actually these go together. Ну, вообще, да, тут не только один стих, но сразу несколько, целый блок. In verse 22, notice how he begins that. В стихе 22 посмотрите, как он начинает. Not merely hearers. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только. And so from this point to the end of chapter 2, И с этого момента и до конца 2 главы he talks about being quick to hear. он говорит о том, что значит быть скорым на слышание. Now we talked about chapter 2 yesterday a little bit. Мы говорили вчера немножко о 2 главе. What goes along with being quick to hear? Что связано с вот этим скоростью слышания? Что с этим связано? Что связано с тем, что значит быть скорым на слышание? From yesterday we spent. Вчера, 2 глава Иакова, мы вчера разбирали. Faith, works, faith, That's дела. right. Yes. Дела. So being quick to hear includes doing. Быть скорым на слышание включает в себя делание чего-либо. Now what's our second thing? What's the second thing he Вторая says? вещь какая? Что он говорит дальше? Скоро на слышание, следующее. Slow to speak. Very good. Now let's look at chapter 3. Давайте 3 главу посмотрим. Now I kind of made a bad statement about chapters yesterday. Ну, может быть, я вчера там не очень хорошее утверждение о главах сделал. But for the most part, the chapters are pretty well done. Я так вчера так критически сказал о разметке на главы, но в целом разбивка на главы в основном сделана довольно неплохо. So what's the first thing in chapter 3 that he says? Какая первая вещь в 3 главе? Что говорит Иаков? Don't become not many of you should presume to be teachers. That's right. Now does that relate to being slow to speak? Связано ли это как-то с тем, чтобы быть медленным на слова? That's right. And so then in chapter 3 he goes from teachers, he goes down to the dangers of the tongue. И вот в 3 главе, начав с учителей, он переходит к опасности, которую несет за собой язык наш. Язык мой, враг мой. Now our third outline point is being slow to anger. И 3 пункт плана – это быть медленным на гнев. So now chapter 4. Глава 4. What causes problems in the church? Из-за чего проблемы в церкви? Вражды и распри. We don't have what we want. У нас нет того, чего мы хотим. We fight, we quarrel, we get angry. Мы желаем, убиваем, завидуем, припираемся, враждуем. Now the point about this is in your first chapter, you're probably going to have an outline verse. Что я хочу сказать? Скорее всего, в 1 главе любого послания у вас будет какой-то плановый стих, то есть стих, который задает план всей остальной книги. So this is what we want to look for in our observation process. И вот что нам нужно искать в процессе наблюдения. We're looking at communication from God to us. Наша цель в том, чтобы донести Божье послание к нам сюда сейчас. In our case, it's all through the written word. И в нашем случае все происходит через написанное слово. And therefore this written communication is supported by grammar and literature. И вот эта письменная коммуникация, она поддерживается на двух опорах. Это грамматическая структура и литературная структура. The grammatical structure is very important, Грамматика весьма важна, even though it might be boring. хотя и немножко скучна. The literary structure is very important. И литературная структура также весьма важна. And these things should guide our observations. И вот эти две опоры должны направлять нас в наших наблюдениях. Now in this exercise, this was observe anything you could find. И в этом упражнении я задал вам просто наблюдать все, что только вы можете найти. This was just to practice observing. То есть я хотел просто, чтобы вы попрактиковались в наблюдении. But now as we have more and more practice, we want to confine our observations to the important points.
Но теперь, когда мы уже попрактиковались в наблюдении, я хочу, чтобы мы особое внимание при наблюдении уделяли важным моментам. At the same time, we don't want to miss the gorilla. Ну и в то же самое время, ища какие-то важные моменты, нам нельзя пропустить гориллу. So, how do we go about reading the Bible? Let's go back to where we finished up yesterday. Итак, как же нам читать Библию? Давайте вернемся к тому, с чего мы начали вчера. And we talked about reading С чего, чем мы закончили вчера. thoughtfully. These are some strategies on how to read the И Bible. мы закончили тем, что читать надо вдумчиво. Это вот стратегии, как читать Библию. These are strategies on how to read any book, actually. На самом деле, это стратегия о том, как читать вообще любую книгу. So we have like 1 Thessalonians is a book of the Bible. То есть вот первая Фессалоникийцам, например, это книга Библии. So the first thing is we want to read thoughtfully. И первым делом нам нужно читать вдумчиво. We want to ask questions of the text. What is this telling me? Нам нужно задавать вопросы тексту, да, что текст говорит мне. And yesterday we read the example of the guy that was convinced of the resurrection. И вчера мы прочитали с вами пример человека, который после тщательного исследования сам себя убедил в воскресении Христа. Ну, убедил, факты его убедили. And then we talked about reading the Bible repeatedly. И еще мы говорили о том, что Библию надо читать неоднократно, повторное чтение. Audially, different translations, В разных переводах, слушая аудио have a reading schedule. и имея какой-то план чтения. Now let's continue with the concept of reading patiently. Но давайте продолжим и поговорим о концепции терпеливого чтения. Now, as a couple of you have actually mentioned, you're not going to get it all the first time. И некоторые из вас уже упоминали, что невозможно все сразу понять с первого раза, с первого прочтения. The first time you read any book in the Bible, that's just to familiarize with names and locations. Первый раз, когда вы читаете любую книгу Библии, это лишь для того, чтобы бегло ознакомиться с именами, с географическими местами. But you're not going to get it all. Но вы не все поймете сразу с первого чтения. So you want to be patient with yourself. Поэтому нужно иметь терпение. Don't get upset and quit. That's the worst thing to do. Не расстраивайтесь, если не сразу все понятно. Не прекращайте читать. Это ничему не поможет. None of us get it the first time. Никто ничего не понимает с первого раза. And I would say on the third or fifth time we don't get it Я either. бы сказал так, даже с третьего, четвертого и с пятого раза мы тоже ничего не понимаем. So the way you go about this is you zoom in and you zoom out. То есть как вообще вам поступать в этом случае? Вам нужно как бы, ну как зум, да, знаете, в фотокамерах, да? То есть вы сначала увеличиваете фокус, потом как бы фокус наоборот у вас как бы более масштабно смотрится. So when you zoom in, you want to ask yourself, how does this paragraph contribute to the whole? То есть когда вы включаете зум, да, увеличиваете, то вы задаете себе вопрос, как этот параграф, как этот абзац связан с целой книгой. How does this paragraph connect with what came before, and how does it set up for what comes after? Как этот абзац связан с тем, что было до этого, как он связан с тем, что будет дальше. And then when you zoom out, you want to find the outline and the purpose. А потом, когда вы, скажем так, уже отключаете зум и смотрите издалека, то вы хотите увидеть цель написанного, план написанной книги. Notice how the book ends. Обратите внимание всегда на концовку книги. One of the most confusing endings, by the way, is 1 John. На самом деле, одна из самых сбивающих с толку концовок – это концовка первого послания к Иакову. Does anybody remember the last verse of 1 Кто-то John? помнит последний стих первого послания к Иакову? Берегитесь идолов, братья. Да, дети. Dear children, keep yourself from idols. From idols. Now, has he talked about idols in the whole book? Говорил ли он про идолы в течение книги? Конечно. Well, that's what you said. Только про них и говорил. Юра says he was talking about them all through the whole book. Very good. The first time you read it, you say, no, I've never heard of an idol in this book. Первый раз, когда вы это читаете, вы так, я никогда тут не видел в этой книге никаких идолов. But just as you've read it a couple of times, he's been talking about idols all the way through the book. Но если вы внимательно прочитали несколько раз, вы понимаете, он про идолов на самом-то деле говорит на протяжении всей книги. So in 1 John, what is the theme of 1 John? We read it yesterday. И тема 1 Иоанна какая? Мы читали с вами вчера. Первое послание к Иоанну. Общение. Fellowship.
Can you have fellowship with God Можно, if you're involved in idols? можете ли вы иметь общение с Богом, если вы вовлечены в идолопоклонство? No. Нет. And if you're out of fellowship, then God is not real to you. И если вы вне общения с Богом, то Бог для вас нереален. So I would argue that the outline points of 1 John begin in verse 5. И моя точка зрения, что план первого послания к Иоанну начинается в стихе 5. So we have just a straight statement here. Очень четкое, прямое утверждение здесь, God is light. что Бог есть свет. So everything in this first section is about living in reality. И все, что мы читаем в этом первом разделе книги, это о том, как жить в реальности, как жить во свете. And notice how, 1 John 1:9 is pretty famous. И 1 Иоанна 1:9 довольно знаменитый стих. But what we have here, if we don't have a sin nature and if we don't sin, well, we're not living in light, are we? Но какой здесь контекст, что если говорим, что не имеем греха, не имеем греховной природы, то мы не во свете. Now I'd say the second outline point И я бы сказал, что второй пункт плана is the last verse of chapter 2. это последний стих 2 главы. And here we have another statement that God is righteous. Здесь мы видим второе утверждение, что Он, то есть Бог, праведник. Now all of chapter 3 and the first part of chapter 4 is about righteousness. 3 глава и начало 4 главы говорят о праведности. Now if you are an unrighteous person, И если вы неправедный человек, are you worshiping an idol? поклоняетесь ли вы идолам? Yes, Если да. your eye is not on the righteous God. Да, ваш взгляд не на праведном Боге. Tied to the first point, is idolatry living in reality? Даже связано с первым пунктом. Идолопоклонство является ли жизнью в реальном мире? No, God is Нет. light, Бог есть свет. and anytime you have an idol, that light is eclipsed. И всякий раз, если в вашу жизнь вмешивается какой-то идол, этот свет затемняется, происходит затмение. Our third outline point Наш третий пункт плана is chapter 4, verse 7. это 4 глава, 7 стих. Now again, notice our chapters aren't really helping us very much. Да, обратите внимание, в данном случае нам наше разбиение на главы не особо помогает. And here we have a straight statement that God is love. И здесь мы видим такое прямое снова утверждение, что Бог есть любовь. So from here, chapter 4 and 5 is about love. И отсюда и до 5 главы все о любви. Now, if you're living a life outside of love, is that idolatry? И если вы живете жизнью, в которой нет любви, разве это не идолопоклонство? Yes. Да, это идолопоклонство. So the conclusion is a perfect conclusion. И поэтому заключение книги это замечательное, очень четкое заключение. His conclusion basically summarizes the book. Заключение Иоанна, по сути, подводит итог всей книги. So when you zoom in, Поэтому, когда вы включаете зум и смотрите and then you zoom out, на отдельные какие-то места, и потом, наоборот, смотрите на книгу целиком, you want to understand the outline and the conclusion, вам нужно понять, какой план книги, какое заключение, and how all the little parts contribute to that main theme. и каким образом все небольшие части книги, они вносят свой вклад вот в эту большую тему. And this requires patience. И требуется терпение, чтобы это увидеть. And again, we're not going to get that the first time. И опять же, мы все это с первого раза не уловим. So we read patiently. Поэтому мы читаем терпеливо. It's a lot like the agricultural analogy. Это вот похоже на вот такую аналогию из сельского хозяйства. When you plant a seed, Когда вы высаживаете зернышко, it takes time for it to grow. То требуется время для того, чтобы зернышко выросло. So sometimes you have to read a book in the Bible and you have to let it cook in your mind. You have to let it grow. И порой вы читаете какую-то книгу Библии, и нужно дать время ей, чтобы она как-то проросла у вас в уме, что-то там
прояснилось у вас. And this requires being patient with yourself and being patient with the Bible. И это требует терпения в отношении себя самого, то есть и терпения по отношению к Библии. Another strategy is to read selectively. Еще одна стратегия заключается в том, чтобы читать избирательно. You want to ask those big questions, the K questions. Важно задавать вот эти вот ключевые вопросы, да, вопросы на К. The Да. who, what, when, where, why questions. Да, кто, когда, как, что, почему, зачем и так далее. Ну, не все на К, но вы помните. So sometimes when you read, И порой, когда вы читаете, the only question you should have in your mind is who. единственный вопрос, на который вам нужно держать в уме, это вопрос «кто?». Don't worry about all the details. Не нужно беспокоиться обо всех деталях. Just ask who is involved and then read it with who on your mind. Просто задавайте себе вопрос, кто в этом всем участвует, и читайте именно с этим вопросом в уме. And sometimes when you read, ask the question when, and just concentrate on the time references. И порой, когда вы читаете, просто сконцентрируйтесь на вопросе «когда» и обращайте внимание на все временные указания. Just be very selective sometimes when you read. Порой, когда читаете, будьте весьма избирательными, то есть держите в уме одну только тему и вопрос. We mentioned counseling the other day. Мы упоминали с вами недавно душепопечение. Whatever issue you're counseling at that moment. По какому бы вы вопросу не консультировали вашего душеопекаемого в данный момент, The next time you read a book of the Bible, just think about what you're counseling about and read that book to see if it has anything in it. В следующий раз, когда будете читать какую-то книгу, вот, и держите в голове этот вопрос, эту проблему человека и читайте, пытаясь увидеть, есть ли в этой книге что-то по этой теме. And every time you read the Bible, you will see something new. И каждый раз, когда вы читаете Библию, когда вы будете читать Библию, вы что-то там будете видеть. Remember back to our very first class, we're dealing with God's mind here, so that's infinite. И помните, как я на самом первом часу говорил, что мы имеем дело, читая Библию, с Божьим разумом. And it's also consistent. Божий разум бесконечен, и также он не противоречив. For example, in Philippians, Например, в послании к филиппийцам. you know who the Philippians are, Знаете ли вы, кто филиппийцы были? or a little bit of the background of their city. Какой-то, скажем так, исторический фон данного города. Vasha knows this one. Вася знает, кто они были. Кто были филиппийцы? Ну, греки они были. They were Greeks. Ну, а конкретнее, чем они занимались? They're retired military guys. Ну, у них Они были торговля морская. военные пенсионеры. В основном филиппийцы были военные пенсионеры. Отставные военные на пенсии. Yeah, they're all retired military. В Филиппах в основном жили военные римские, которые выпустились. Филиппы. Mhm. Филиппийцы. Ну, да, ну, And so when you read the book of Philippians, И когда вы читаете послание к филиппийцам, think military. думайте с точки зрения военного человека. Everything having to do with that is military related. Все, что там есть, на самом деле, оно имеет какое-то отношение к армии и к воинской службе. Paul says, don't hang out with people whose God is their emotions. Павел говорит, не общайтесь с людьми, у которых их Бог это их чрево, ну или в другом переводе их эмоции. And if you've been in the military, that rings so true. И если вы когда-то служили в армии, вы знаете, сколько истины в этом заложено. Somebody that gets emotional in a battle will get everybody killed. Если кто-то во время битвы поддается эмоциям, из-за него все остальные могут быть убиты. And he talks about authority and humility. И говорится там о власти, о смирении. Philippians chapter 2 is the kenosis passage where Jesus humbled himself. Филиппийцам 2 глава, знаменитый отрывок о кеносисе, да, о том, что Иисус уничижил себя, смирил себя до смерти и смерти креста. And he talks about being a citizen of somewhere far away. И говорится о том, чтобы быть гражданином какого-то какой-то далекой страны. So for the Roman that's on the German frontier or the Roman that's in Egypt,
И для римлянина, который на каком-то германском фронте, для римлянина, который на египетском фронте, his citizenship is far away. их родина далеко, да, как и для нас наша родина небеса. And so it is with the Christian. Точно так же со христианами. So when you read a book, read it selectively. Поэтому, когда вы читаете книгу, читайте ее избирательно. Pull one key thing out and read the book in light of that. For example, idolatry. Read 1 John in idolatry, with regard to idolatry. То есть выделите какую-то одну вещь и читайте, держа ее в уме. Например, в 1 Иоанна, идолопоклонство. Прочитайте все 1 Иоанна, держа в уме, где здесь идолы. And see if that helps with your observation. И посмотрите, поможет ли это вам в вашем наблюдении. One of the most important things is read prayerfully. И еще одна из наиболее важных вещей – это читать молитвенно. For one thing, there are many prayers in the Bible. С одной стороны, в Библии очень много молитв. For example, Psalm 119. Например, Псалом 118, The longest psalm in the Bible. самый длинный в Библии. It's all about the Word of God. Все это говорится о Слове Божьем. Sometimes when you pray, just pray a psalm. И когда вы молитесь, порой молитесь просто по псалму. Just take God's Word back to Him and just pray that psalm in prayer to the Lord. Возьмите Божье Слово и, так сказать, верните его Господу назад в молитве. Просто промолите этот псалм. And there are so many things that you will see. Let's take a look at Psalm 119. И вы можете так много увидеть в том же 118-м псалме. See if this contributes a little bit to what we would be looking for. 118 in Russian text. Oh, 118, sorry. Yeah, it's... Thank you. Now y'all are following the Hebrew, I believe. If I remember right. Let's see. Back up. Alright, verse 12. Давайте посмотрим 12 стих. Praise be to you, Lord. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. And so we see right there in the Psalms this request to be taught. И прямо здесь, в этом псалме, мы видим просьбу к Господу. Господи, научи меня. And we see it again in verse 18. Мы снова видим просьбу к Господу в 18 стихе. Открой очи мои. And so these are asking the Lord to open my eyes, let me see. И это все просьбы к Господу. Открой мои глаза, помоги мне увидеть. 33 through 36 is also a very nice passage. С 33 по 36 стих тоже замечательный отрывок. To teach me. Да, научи меня, вразуми меня, Господи. Give me understanding. Да, дай мне понимание. Incline my heart to your testimonies. In verse Преклони 36. сердце мое к откровениям Твоим, 36 стих. Change me. Измени меня. So as we approach God's scripture, we want to take some of these passages to Him. И когда мы приближаемся к Слову Божьему, нам здорово, когда мы какие-то из этих стихов просто как бы возвращаем Господу в молитве. Some of the best prayers that have ever been prayed are already written down for you. Одни из лучших молитв, которыми когда-либо молились люди, уже записаны для вас в Писании. So on the one hand, you don't need to make any prayers up. И с одной стороны, вам, наверное, даже и не надо особо молитвы изобретать. Now you do have a personal God, so you can make up your own prayers, certainly. Но, конечно же, поскольку наш Бог личностный и с каждым индивидуально, то вы можете молиться по-своему. Тут тоже. Another way to do this is put your name in the psalm. Еще одна интересная стратегия – это вставлять свое имя в псалом. So Psalm 22, I believe in yours. Псалом 22. The Good Shepherd. Да, Yes. да, Псалом 22. So when you pray Господь this, пастырь мой. put your name in there. So whenever it says I or me, or Когда whatever, молитесь по этому псалму, вставляйте туда имя, свое имя. Там, Господь пастырь Андрея, Андрей ни в чем не будет нуждаться. А? now do it where it's appropriate. No, don't call yourself King David.
Да, но делайте это, конечно, с каким-то разумением, да, не называйте самого себя царем Давидом, но... It is true, you're not the Messiah. Да, и, конечно же, вы не мессия, поэтому там осторожнее с мессианским псалмом. But a prayer like this, you can put your name into that. Но в такую молитву вы можете ставить свое имя. Псалом Андрея. And as you do this, you will see how that works in your own life. И когда вы будете так делать, вы увидите, как этот псалом оживает в вашей собственной жизни, как он проявляет, как эти истины проявляются в вашей жизни. But this is a way again to help with observations. И опять же, это помогает вам в наблюдениях. Read imaginatively. Читайте с воображением. For example, as you read a paragraph or a chapter, Например, когда вы читаете абзац или главу, give it one phrase, give it one word to describe that whole section. попробуйте одним словом описать целый раздел, целый абзац. Paraphrase the purpose statement. Пересказывайте своими словами утверждение о цели. Just imagine what this is saying. Read different versions of the Bible. Читайте разные версии Библии. And just work with it. И просто поработайте над этим. Read meditatively. Читайте с размышлением. In other words, after you finish reading a section, start thinking about it. Let it work in your mind all day long. Иными словами, когда вы прочитали какой-то раздел, начинайте думать об этом, размышляйте об этом на протяжении дня. Read purposefully, and we talked about this a little bit. Читайте целенаправленно, мы об этом уже немножко говорили. What's the purpose of the author? Пытайтесь увидеть, в чем цель автора. And is this purposefully? Yep. Okay, I didn't know if I skipped ahead. And then look for the structure. И старайтесь увидеть структуру текста. And then telescopically, look for the big picture and the connectives. И также читайте телескопически, ищите большую картину, старайтесь увидеть с птичьего полета и ищите зацепки, связки, которые связывают книгу воедино. You want to ask yourself, how is everything connected in this Задавайте passage? себе вопрос, как все взаимосвязано в этом отрывке. So, we talked about much of the grammar. Now, a term, once again, is not a word. И опять же, мы говорили с вами о грамматике, и снова сделаю наблюдение. Термин — это не слово. Yeah, okay, all right. Term is not a word. So this is my correct. A term is a word that is in context. Термин — это слово, взятое в контексте. Think about your English professor asking you, what in the world, what does this word mean? And there's no context. It's hard to say. Например, ваш там учитель русского языка спрашивает вас, вот, что означает то или иное слово. Например, слово какое? All right, so let me. This is my. И не дает при этом контекста. Замок. А? Замок. Нет. Ремень. Коса. Гелиоморфизм. Нет. Что значит слово дом? И не дает вам при этом контекста. So, like, I just made, like, if your Russian teacher asks you what does the word house Right. means. Yeah. And it has different definitions. Yeah. It could be anything. Not anything, but anyway, this is my outline slide. We're going to look at each one of these again. Но вот это мой, Terms, then look at structure, forms, and atmosphere. как бы план, как проводить наблюдение. Термины, слова в контексте, структура, литературная форма, атмосфера. Now remember, observation is the most important part of getting to a good interpretation. И помните, наблюдение — это самая важная часть процесса, которая позволяет вам прийти к правильному толкованию и применению. The more observations and the better quality observations are going to help you out. Чем больше вы наблюдаете тексты, чем более качественное ваше наблюдение, тем больше пользы для вас будет. This was to help with quantity.
to get a high number of observations. Да, и достижение хорошего качества наблюдения помогает количество наблюдений. What we're going to talk about today is higher quality observations. И с количеством вы как бы уже соприкоснулись во время домашней работы, а мы сейчас поговорим о качественных наблюдениях. Okay, so let's now look at terms here. И давайте рассмотрим сейчас термины. There are routine terms and non-routine terms. Есть термины обычные и есть термины необычные. And what this refers to is, what's my next slide here? Non-routine terms. So routine terms are just like house, people, names. Обычные термины это там, like names of people. Yes, Это имена людей, там дом, там человек, Your prepositions, that type of thing. предлоги, ну то есть слова, которые слова как слова. And so it's like, for example, if you're reading narrative, Например, когда вы читаете повествование, almost all the words in there are going to just be routine terms, or just normal words. все слова там будут обычные, рутинные термины, обычные слова. But some of the terms are not routine. Но некоторые слова будут выделяться, они будут необычны. And these are the ones you want to pay attention И to. вот таким словам надо уделять внимание. For example, recurring words. Returning. Recurring. Those that Например, are repeated. повторяющиеся слова. Yeah. So things that keep coming back over and over and over are ones that are like, well, that's a special word. То есть, если слово всплывает снова, снова и снова, вам нужно обратить внимание, какое-то особенное слово. There's 21 chapters in the Gospel of John. Есть 21 глава в Евангелии от Иоанна, And he uses believe 98 times. и там используется слово верить или вера 98 раз. So about 4 times a chapter. Где-то 4 раза за главу. Well, that's a non-routine term. There's something going on there. Это необычный термин, тут что-то происходит. And these are the things we want to observe. Вот такие вещи надо наблюдать. Unusual words. Необычные слова. For example, Paul made up the term theonoustos. Например, да, мы уже говорили, Павел придумал слово «богодухновенный». Это не было такого слова. Well, when there's an unusual word, you may want to pay attention to that. Если есть необычное слово, вам тоже надо уделить ему внимание. Difficult words. Трудные слова. And this may be like a word like we talked about yesterday, like justify. И это может быть слово, как мы вот вчера говорили, по поводу оправдания. That's a difficult word. Это трудное слово. Because we have a technical definition in theology. Поскольку в богословии мы даем словам часто техническое определение, сугубо богословское, специальное. The technical definition of justify is related to our eternal salvation. И техническое богословское определение оправдания, оно связано с нашим вечным спасением. Да? Ну, первая фаза спасения. The use of the word justify in the Bible could be to justify an unrighteous person or justify a righteous person. Но в Библии слово «оправдать» используется как для оправдания неправедного, так и для оправдания праведного. So that's a difficult word, and so you have to look at the context. И это сложное слово, поэтому вам нужно смотреть в контекст. Are we dealing with the unrighteous Abraham in Ur of the Chaldees? И потому в одном месте Писания мы имеем дело с неправедным Авраамом в Уре Халдейском, Or are we dealing with the righteous Abraham sacrificing Isaac? а в другом месте мы видим праведного Авраама, который приносит практически в жертву Исаака. And that word will have a different meaning depending on the context. И это слово будет иметь разное значение в зависимости от контекста. Main verbs are very important. Главные ключевые глаголы весьма важны. Has anybody worked with Ephesians 1, 3 through, is it 11 or 14? I can't remember. 14. Да, кто-то прорабатывал так глубоко Ефесянам 1 главу с 3 по 14 стих. Вот Does этот anybody know the main verb in that sentence? Кто-то знает основной глагол в этом предложении? Blessed is God. It's understood. It's not written. It's is. There's no main verb. It's is. Ага. Это глагол есть. Его там не записано. Да. So blessed is God who blessed us with. Correct, but that's not a verb. Ага. That's a noun, I think. Ага. Благословен, есть, Бог, и все дальше пошли причастия. So when you take a big sentence and you're like, where's the verb?
И вы берете большое предложение, вы задаетесь вопросом, а где же здесь сказуемое, где здесь глагол? Now there's lots of participles. I mean, there's a Там целая куча, complex sentence. да, for sure. целая куча причастий, которые по сути образуют предложение. But the main verb is understood to be is. Но главный глагол там это есть. Он даже не описан. Main nouns. And this is important when you're studying history. И главное существительное, это особенно важно, когда вы изучаете историю, историческое повествование. Who are these countries that are involved? Какие страны участвуют, или там колена, или племена участвуют в данной истории? And if you're at church on Sunday, Jim Myers spent a lot of time describing the countries. Да, если вы были в церкви в это воскресенье, то Джим Майерс как раз в проповеди много говорил о странах, да, о, ну, вот этом там север, Сирия, Северное царство, Южное царство. So these are things to observe as terms. И вот это очень важно наблюдать, когда речь идет о терминах. The context is going to help you identify what these actually mean. Контекст поможет вам определить, что же там имеется в виду. And another complex piece of this is the plain literal versus figurative literal meaning of words. И еще один важный момент — это буквальный смысл, стихи, которые явно читаются буквально, и образные выражения. We'll work with this a little bit later. Мы немножко позже этого коснемся. But when you see a phrase, you want to ask, is this a figure of speech or is this just flat a literal language? Но если вы видите какую-то фразу, вам нужно задаваться вопросом, здесь образное выражение или просто как бы нужно прямо буквально читать по написанному. Now, when we were at Mount Sinai yesterday, Когда мы вчера рассматривали события у горы Синай, we observed that the Bible is written as contract language. It's мы literal. вчера или позавчера с вами говорили, что Библия записана как языком договора, она буквально должна читаться. And when the prophets are talking about history, that's a literal history. Когда пророки говорят об истории, это история, это буквальные факты, это реальная история. However, when they're encouraging people, sometimes they use a figure of speech. Но тем не менее, когда пророки или авторы Библии ободряли людей что-то делать, они использовали образное выражение для этого. But a figure of speech has a very particular meaning. Но любое образное выражение имеет очень четкое, точное значение. So we'll look at figures of speech a little bit later. Мы немножко позже рассмотрим образное выражение, But we're talking about our observations. но мы сейчас говорим о том, как проводить наблюдение. So as you're reading a paragraph, you want to identify, oh, is this a metaphor? Is this literal? You know, how should I take these words? И когда вы читаете абзац, то вам нужно задаваться вопросом, так, это буквально здесь говорится или это говорится какой-то образно, метафора? Как мне воспринимать это? And if you identify it as a figure of speech, that's going to affect the way you interpret it. И если вы видите, что здесь образное выражение, то это влияет на то, как вы истолковываете это место. The morphology and the syntax. So now the grammar structure of this. Морфология и синтаксис. Тут уже более такая суровая грамматика включается. So this is going to help how you interpret words as well, Это также влияет на истолкование слов. based on how they're related to other words in the sentence. И здесь уже основано на том, как эти слова связаны с другими словами в предложении. And certainly help you interpret how it's related to other sentences. И также взаимосвязь предложений между собой вам здесь очень должна открыться. And Это вам поможет. and this also helps how paragraphs are connected. То есть и также взаимосвязь абзацев между собой, то есть взаимосвязь слов в предложении, предложений между собой и связь абзацев. So remember, so as you observe, one thing you're observing is all the connections between the words. И поэтому, когда вы наблюдаете, вам нужно внимательно присматриваться ко всем соединительным фразам, словам. And grammar is going to help you with those connections. И грамматика вам поможет в том, чтобы разобраться с этими соединениями. Now another interesting thing when you look at a book as a whole. Еще одна интересная вещь — это когда вы смотрите на книгу как единое целое. Sometimes a paragraph or a section. И когда вы смотрите на целый абзац или целый раздел.
We're going to have an in-class exercise tomorrow afternoon. У нас будет упражнение в классе завтра днем. And we'll take a section and we want to watch how this section develops. И мы возьмем целые разделы, мы увидим, как в целом разделе, в нескольких абзацах развивается мысль. And so a section or a book of the Bible will have a certain way that it develops. И секция или раздел Библии развивается по определенным законам. For example, there may be a bibliographical development. Например, может быть так, что секция является биографией, и в разделе развивается биографическая какая-то история человека. And so this is going to relate to the people that are moving across the screen, if you will, as like a movie. Да, и то есть вам нужно особое внимание обращать на людей, которые, так сказать, попадают в кадр, если киношными терминами. And Да? your key term of observation is going to be who. И ключевой ваш вопрос при наблюдении – это вопрос «кто?». Кто сейчас задействован? For example, Genesis. Например, в книге «Бытие». Does anybody know the key term that's found in Genesis to divide all the sections? Кто знает, вот в книге «Бытие» какой ключевой термин, который разделяет книгу на разделы? А? Люди. Нет. It's very close to that. It's Toledot. А? Творение всего Toledot, or человечества. generations of it. Кто это? Поколение. А? Творение всего человечества, потом Авраам и Не, Иаков. Yes, Кто это? right, Да. То есть в книге, то, что у нас, по-моему, вот родословие. right. Вот родословие того-то и список. Вот родословие. Вот это Ага. структурные блоки. So you have the Toledot of the heavens and the earth. То есть вот родословие или начало неба и земли. And then you have the Toledot of Adam. Потом начало Адама. And then Toledot of, I think it's Seth, maybe. Да, то это потом Сет, And Noah, Abraham. So there's 11 of them all the way through. Ной, Авраам и так далее. Там 11 вот таких родословий. And so Genesis is organized by people. И поэтому книга Бытия, она организована на основании как раз таки людей, она организована биографически. And after the flood, you have the four main Israelites, the four main patriarchs. И после потопа мы видим четверо основных израильтян, 4 патриарха. Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. So that's how the book of Genesis is organized, Вот так организована книга Бытие. by people. По людям. Acts is done in a similar manner. Similar. Мгм. Книга Деяний организована похожим образом. Your key person at the beginning is several individuals, and it kind of ends with Stephen. Да, ключевые. В начале книги есть несколько таких ключевых персонажей, и вот это вот начало заканчивается Стефаном. And then as they spread into Samaria, Peter is the key man. И потом, то есть, когда они уже распространяются больше на Иудею и Самарию, Петр становится ключевым человеком. And as the church expands to the remotest parts of the earth, it's Paul. И по мере того, как церковь распространяется до края земли, то тут уже ключевым человеком становится Павел. So you can see each of those men follow one of those points of the outline that we looked at. И мы видим, как каждый из этих людей, он, по сути, вписывается в ту или иную часть плана. A book like Kings and Chronicles. Например, книги царств или книги Паралипоменон. That's obviously individual men, individual kings. Очевидно, там развивается событие на основании жизни отдельных царей, отдельных людей. So the who question is very important as you study the structure of a book. Поэтому вопрос «кто» весьма важен, когда вы изучаете структуру книги. Let's look at a place that's very important in this regard. Давайте посмотрим на очень важное место с этой точки зрения. The Sermon on the Mount begins in Matthew chapter 5. Нагорная проповедь, которая начинается в 5 главе Матфея. Now, chapter 5 is where the Sermon on the Mount begins. Так, в 5 главе Нагорная проповедь начинается. And just look at the first two verses there Посмотрите на первые два стиха. and answer that question who. Who is he giving the Sermon on the Ответьте на Mount to? вопрос «кто?». Кому Иисус провозглашает Нагорную проповедь? To his disciples. Correct. Is this a message that's given to the whole crowd?
это послание, которое дается всей толпе или нет? No, the disciples are contrasted with the crowd. Нет. Ученики противопоставляются народу, толпе. So he's explaining something to the disciples. То есть Иисус что-то объясняет ученикам в этот момент. So is the Sermon on the Mount about salvation, about eternal regeneration? Говорит ли таким образом Нагорная проповедь о спасении, о вечном возрождении? Well, Jesus is too late. The disciples are already saved. Иисус, слишком поздно, ученики уже спасены. No, he's explaining something about the spiritual life. Но здесь Иисус объясняет что-то о духовной жизни. So however you interpret the Sermon on the Mount, you know for sure it's not salvation. И как бы вы ни истолковывали Нагорную проповедь, вы знаете наверняка, это не о спасении. Now there are some discussions on what it's all about, but it's not salvation. Конечно, есть там разные мысли по поводу того, о чем Нагорная проповедь, но она точно не о спасении, не о том, как спастись и попасть на небеса. And you can gather that by asking this question, who? Who is he talking И to? вы можете очень быстро это увидеть, если задаете вопрос, кто, кому Иисус здесь говорит. Now sometimes the big question И порой, is what? порой большой вопрос это что? And this would be a book of the Bible that is guided by events. И есть книга Библии, которая направляется событиями. A historical book, Очень историческая такая книга. like Exodus, for example. Например, книга Исход такая. And here you're going to see a lot of place names. И там также будет много разных мест, географических названий. And the book of Numbers has a whole bunch of events. И в книге чисел также огромное количество разных событий, эпизодов. Nehemiah is almost like a diary of him moving from this place to this place. В книге Неемии это почти как личный дневник Неемии, как он из одного места в другое перемещается. Even in 1st and 2nd Kings you see this. Даже в первой, в третьей, четвертой книгах Царства вы это видите. Yes, it's guided by the individual kings, but in addition to that, there are these nations that keep coming into play. Да, конечно, книга, по сути, это биография разных царей, но там постоянно разные нации, они и разные эпизоды с их участием, когда они выходят на историческую арену. So as you're studying the kings, you want to ask the question, what's the political situation? What's going on? И когда вы изучаете третью, четвертую книгу Царств, вы задаетесь вопросом, да, какая политическая ситуация, что происходит. Some books are organized chronologically. Некоторые книги организованы хронологически. So the time or the when question is the most important. И время, или, то есть, временной фактор, вопрос «когда» весьма важен. For example, in John chapter 1. Например, в Евангелии от Иоанна. Can't find my pointer. I'm just glad I'm not having technical difficulties with a lamb, like a priest. With a lamb? Yeah. Да, я просто рад, что я не израильский священник, и мне не нужны все эти и мне не нужно проходить все эти технические трудности с ягненком каждый день. Technical difficulties with a computer, that's okay. Технические трудности с компьютером это еще нормально по сравнению с этим. You cut a lamb the wrong way and there's blood all over your man dress. Неправильно разрезал горло ягненки и кровище залил все свое священническое одеяние. Your kids are screaming. И детки орут твои. It smells bad. Воняет. So all I have to worry about is computers and logos. Поэтому я лучше готов переживать из-за компьютера и из-за логоса. So, back to the topic at hand, John chapter 1. Так, возвращаемся к нашей теме. Иоанна, 1 глава. By the way, I usually give that example when I'm teaching and I have computer problems from the pulpit. Ну, обычно я этот пример с ягненком привожу, когда я во время проповеди у меня за кафедрой что-то какие-то технические проблемы возникают. I can always work in the Passover lamb and salvation in that momentary glitch. Всегда могу в такой момент, так сказать, замешательства поговорить о пасхальном агнце и о спасении. So in John chapter 1, Итак, he organizes this by days. В Иоанна 1 главе Иоанн организует материал по дням. In the first verse, he talks about in the beginning. В первом стихе он начинает с того, что было в начале. And then he starts meeting people on various days. И потом Иисус начинает встречать людей в разные дни.
For example, verse 29, Стих on the next 29. day. На другой день. And then verse 35, Стих 35. На другой день. again the next day. Да, или на следующий день. Да, Verse 43, стих 43. you have the next day. На следующий день, на другой день. And so you have all of these things occurring day by day. И все эти вещи происходят день за днем. Chapter 2, on the third day. Глава 2, на третий день. Well, that's helping you organize the structure of his book. Это помогает вам организовать структуру книги. So these are some of the things to pay attention to as you read. Это какие-то вещи, на которые вам нужно обращать внимание, когда вы читаете.